Если вы мужчина, выберите себе эту позицию. Такой прекрасный мужчина здесь. А если женщина, эту позицию. И это будет просто игра. Но через игру мы принимаем самые лучшие позитивные уроки из Вселенной, да? Будут такие интересные дома. Первый дом укажет нам вот здесь характеристик этой женщины. То есть, может, если вы женщина, это ваша характеристика, что вы в себе не видите, да? Это, что из прошлого в этих отношениях вы помните, да, здесь. Что из прошлого в отношениях вы помните. А здесь, о чем вы мечтаете в этих отношениях. И также для мужчин, если вы мужчина, ваша характеристика, то, что вам не видно. Что из прошлого в отношениях вы запомнили. И тоже, о чем вы мечтаете. А здесь будет уже дальше, как будут развиваться отношения в будущем. И мы будем это делать позже. Я, кстати, эти карты обрезала. И они у меня получились такие прекрасные мини-Ленорман. Ну вот так. Начнем мы давайте с мужчины этот раз. Какая у него характеристика? Вот интересно, да? Он оптимист. Он тоже где-то немного эгоист, может быть. Человек позитивный, солнечный, энергичный. Смотрит всегда на... что ему стакан его кажется всегда полуполным, а не полупустым, да? Вот он так по жизни идет. И может даже иногда выдает желаемое за действительное. И он вообще-то хороший тоже семьянин. У него, даже если он очень молод, у него потенция быть хорошим семьянином, да? Верным каким-то, преданным человеком. А если такая преданная птица, да? И он тоже горячий очень. У него такое горячее сердце, которое способно любить. Это его характеристики. Прекрасные такие, да? У него характеристики. А теперь посмотрим, если ты женщина смотришь, вот такие у тебя характеристики. Подозрительная очень. Ты подозрительная. Ты наоборот. Тебе кажется, что у тебя чего-то мало все время. Что-то потеряно, что-то не так было в прошлом. Его анализируешь, меняешь. Тебе кажется, тебе не хватает красоты или еще чего-нибудь. Ну, и недостатки в себе постоянно ищешь, да? Самоедством занимаешься. И потому что, естественно, так к себе относишься, так же относишься и к людям, да? Себя ты тоже все время подавляешь. Наверное, детство было тяжелое. Родители тебя не, ну, как всех нас очень часто, да, не хвалили, не давали тебе уверенности в себе, потому что ты как бы так себе сильный самокритик. И тоже так же и к людям относишься. То есть как мы к себе относимся, мы так и к людям относимся, да? Такой ты критичный человек, поэтому иногда доминируешь людей рядом с тобой, потому что себя критикуешь и их тоже, да? И эти люди воспринимают тебя как критика. И тоже в карьере, карьеристка такая, да? Любишь свою профессию. Женщина должна быть независимой, у тебя такое мнение. Правильное, кстати, мнение. Тоже очень здорово, прекрасный человек. Ведь любая черта характера – это прекрасная черта характера. Вот так я думаю. Надо любить то, что у нас есть. А теперь посмотрим, если ты он. И вот здесь нам эти карты покажут, что из прошлого в этих отношениях тебе нравится, что ты запомнил, да? И у нас выпадают такие интересные книги. Во-первых, отношения очень значимые. Поэтому ты хорошо запомнил. Книга хорошо запомнила все, что в ней есть, да? Очень хорошо. Теперь здесь карта кольца выпадает. То есть у тебя союз с этой женщиной. Ты хочешь с ней надолго быть, да? Вот это ты запомнил, что отношения стабильные, важные для тебя. И тоже не просто важные, ты как бы укрепился в них, правда? То есть для тебя они настолько важны, что мало того, что ты с этой женщиной, может, даже уже и женат, но и ты даже строишь свой стабильный дом или уже построил. А может, вы пара уже, зрелая пара, да? Теперь посмотрим, что
эта женщина помнит из отношений. Но вот она как-то немного помнит плохое, она какая-то на негативе сильно концентрируется, да, что-то у нее такое есть. И вот в любви она новичок, потому что в сексе она не новичок, как-то змея от нее отвернулась. Ну, конечно, если есть такой самокритика, это вообще сложно. Здесь очень сложно, я думаю, да. И вот в развилке она не уверена в этих отношениях даже. Вот она не уверена, что нужно взять, да. Из прошлого она даже не знает, что ей взять. Как бы она, может, легкомысленно очень относится к прошлому в этих отношениях. Может, она на будущее надеется. Сейчас будем дальше смотреть. Итак, какие у него планы, мечты на будущее в этих отношениях? Но, наверное, он хочет сексуальных отношений, более таких страстных. Да, это у него такая мечта. Он хочет больше радости и счастья в этих отношениях, да. И он думает, что если он будет мудрее, от него все зависит. Такой мужчина молодец. Он думает, что от него все зависит, да. И если он в этих отношениях будет мудрее, они станут более сексуальными. Он себя обвиняет, что он что делает не так. Вот. Ну и потом здесь вот такая карта косы в этом положении. Это, в общем-то, значит, что это самоедство его, может, и уйдет. Может, он наконец-то мечтает. Он понимает это подсознательно, что не надо себя так критиковать, что в сексуальном плане как-то что-то не так. Он этим самоедством занимается где-то в тайном подсознании. Он мечтает отрезать из себя это чувство, да, и мечтает, что отношения будут сексуальные, очень хорошие в будущем. Он надеется с этой женщиной продолжать отношения. Он верит в это, да. Он такой оптимист, но он вообще оптимист. Но вот мы о ней уже много знаем. И теперь посмотрим, если ты женщина, вот о чем ты мечтаешь? Ну, дом, счастливый такой, боже мой, даже такие здесь павлины ходят. То есть ты мечтаешь о счастливом доме, да, и тоже получить веру в этот счастливый дом. Эта карта как бы здесь такая считается как бы вера, или может даже карта обязанностей. Это как бы мечтаешь, что у тебя не будет такой рутины. Рутина такая обязанность, да. Вот эта карта туч, как бы тучи в сторону рутины. Тебе уже эта рутина надоела, и ты мечтаешь избавиться от этой рутины, чтобы тебе такие павлины прекрасные в твоем саду с твоим партнером завелись, и чтобы вы начали наконец-то быть более романтичными, да? Может быть, вы давно вместе. Такое чувство, что эта пара давно вместе. У нас осталось теперь здесь карты остались, и мы будем смотреть общий план, да? То есть план, как сделать так, чтобы все вышло. Вот с ее стороны, что сделать, с его стороны, что делать, и советы будут посередине. 3 будут карты. Так, будем триаду такую читать, да? Вот с ее стороны она очень эмоциональна в этом плане. На будущее будет, да? И, наверное, ей нужно вот перестать вообще ничего не делать. Карта гроба здесь выпала, да? Эмоциональность нужно свою победить, повышенную критику, самокритику. И вот она сейчас так критична, чтобы этого достичь, этого дома, и очевидно она бросит эту всю самокритику, которую она, видимо, еще с своего детства тянет. Как мы все тянем, да, оттуда негатив. И вот смотрите, тоже выпала такая прекрасная карта рыб. Так что в будущем у нее ожидается какое-то прибыльное такое состояние, когда, может быть, профессию она немножко инвестирует, денег получит больше. И, может быть, она даже мечтает где-то об этих деньгах, что даст ей возможность дом лучше построить. Она думает материально вот эта недостаточность, да, у нее не самодостаточность. И эта карта рыб вышла прямо рядом с картой башни. То есть она хочет состояться как независимая женщина. Она думает, это позволит ей более такие сбалансированные с ними иметь отношения. Вот. А у него такое будущее, смотрим мы сюда.
Он все-таки романтик, да, романтик, светлый человек, и он ожидает весточки от любимой, весточки какой-то сексуальной любимой, от любимой весточки. И опять же букет здесь то же самое, да, этого он ожидает в будущем. Правда, здорово. Это тоже лилия такая здесь, ничего себе, такая темная лилия, вся из себя сексуальная. Вот он этого только хочет. Он хочет радости, он не самоед, вообще никакой не самоед. Единственное, что в сексе вот он как бы не уверен в себе, да. Так по жизни он оптимист, а здесь немножко в сексе в себе не уверен. И поэтому вот он хочет таких сексуальных перемен в самую-самую лучшую сторону. А сейчас будем смотреть карты совета, вот самые главные карты, да. И мы будем брать по две. Лиса и дерево жизни здесь. Надо перестать им обоим что-то прятать друг от друга. Они как-то прячут свое лицо, как бы думают, что вот какая-то часть не понравится партнеру, и ее как бы завуалируют. И она, смотрите, она прячет то, что она как бы медведь в отношениях, у нее крысы как бы съедают это состояние из-за того, что она прячет что-то. Всегда то, что мы прячем, оно становится видным. Или у него, например, тут у него сексуальностью не все в порядке, он, очевидно, много у него мух в голове по этому поводу. Вот, и зажатость какая-то есть, да? Вот, поэтому он тоже прячет. Прятать не нужно, такой им первый совет, и тогда у них будет все в порядке. Второй совет. Вестник идет от горы, да? Вот как бы здесь гора, препятствия, проблемы, как если пара живет вместе, если не живут вместе, какой-то вот такой быт, он утяжеляет, и отношения перестают быть любовными. Поэтому вот эти все препятствия, тяжесть, вестник уходит как бы от этой тяжести, да? То есть уйдут. Эти препятствия должны уйти на самом деле, правда? Есть надежда такая, да? Или же вот здесь, если можно по-другому прочесть, что этот вестник вообще-то не придет, но на самом деле он придет, потому что все-таки он как бы уходит от горы, да? Он в другую сторону идет. То есть их романтическая ситуация должна из тяжелой перейти в более легкую, потому что вестник это такой наездник, да, он такой легкий, он на коне, он скачет вперед, да, он не стоит на месте, а гора как бы полная противоположность, такая тяжесть на месте стоит. Как-то все должно развиваться, да, нужно где-то легкость почувствовать. На каком-то плане надо почувствовать легкость, потому что легкость тоже есть. Как бы всегда есть два плана, как бы две полярности. Там, где есть тяжесть, люди говорят: у меня кризис, у меня тяжесть, у меня тупик. Знаешь, что я тебе скажу? Если ты видишь тупик, наверняка есть полярность там, где нет вообще тупика. Но только что жаль, что в данное время это не видно. Этого не видно. Должно быть впереди. Итак, еще один совет от карт. Что ключ в их содружестве. Дело в том, что эта пара, она так, или на работе, или они хотят сексуальных отношений. Но так не бывает. Им нужно вначале приблизиться друг к другу на душевном, духовном уровне. Как бы душевный партнер. Да? И вот тогда только, когда они будут такими ангелами друг другу, да, когда мы, например, на работе, мы там работаем, домой пришли, вначале надо быть ангелами друг другу. С крыльями, да, вот это ангельское такое дружеское содружество им необходимо, это ключ будет. А потом уже от этого состояния переходим на следующий уровень, где уже более сексуальный. Вот такие советы от карт. Я ничего не могу сделать, я просто их как бы рассказываю, озвучиваю, да. Следующий совет еще один потом будет. Это общество их, да, там, где они вращаются, или их большая семья, и звезды. То есть они очень много проводят времени, и мечта у них о том, что их обоих не касается, а касается более большого общества. И может быть даже вот где-то они смотрят какой-то фильм, да, где какие-то такие звездные отношения, им хочется как-то всего этого, но понимаете, это все же нереально. Надо это понимать, что вот это общество и там какая-то мечта, это все нужно как-то убрать. А мечта должна быть именно касаться их только, пары. Вот. И
тоже, может, он мечтает о какой-то женщине, когда видит жену, она не той, оказывается. Это что так все это, да, самообман. Или она, например, мечтает тоже о каком-то мужчине, когда видит его, он не им является. Вот это вот им надо отбросить. Такой совет смешной, да? И еще вот такие две прекрасные карты с самого последнего совета вышли, и я очень счастлива здесь видеть. Это корабль, романтическое путешествие и удача. То есть может быть так, что у них появятся денежки, чтобы где-то отправиться в романтическую поездку. И этот расклад предлагает, я специально их так выйму сюда, чтобы было красиво, очень видно, красивые карты. И вот эта романтическая поездка должна все изменить к лучшему. Должна как бы перевернуть их жизнь и позволить им потом черпать оттуда как бы для дальнейшей радости и счастья. Я вам всем советую любви. Пока.